Всем любителям творчества и прекрасного привет! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас приветствовать на своем канале «Красота в деталях». А сегодня предлагаю вам сделать прекрасные нарядные цветобантики к мартовским праздникам в ярких белых и алых цветах. Для изготовления этого украшения нам понадобятся репсовые ленты шириной 12 или 15 мм. Такие украшения будут прекрасно смотреться как на хвостиках, так и на концах косичек, потому что они небольшие по своему размеру. Итак, друзья, спасибо, если вы подписались на мой канал. Буду очень рада новым друзьям. Спасибо за ваши теплые комментарии. Если вам понравилось это видео, делитесь рецептом бантиков со своими друзьями. И давайте начнем наш видеоурок. Так, друзья, давайте начнем наш видеоурок. Сегодня для того, чтобы сделать вот такие небольшие нарядные цветочки, будем работать с репсовыми лентами шириной 12 мм. В цветочке я использую два цвета, красную ленточку и белую. Вот такие вот маленькие лепесточки-малютки будем изготавливать для нашего изделия. Кроме лент нам понадобится бесшовная резиночка, иголка с ниткой, ножницы, зажигалка, пинцет и немного фетра, из которого мы сделаем вот такие два кружочка диаметром 2,5 сантиметра. А также для серединки цветка понадобится вот такая вот бусина или полубусина или страза. Горячий клеевой пистолет нам понадобится для работы, и давайте начнем делать наши лепесточки. Итак, для изготовления одного лепестка нам понадобится отрезок ленты длиной 6,5 сантиметров. Для начала обработаем краешки ленты огнем зажигалки и ленту, отрезочек складываем пополам. Сложив пополам, складываем еще раз пополам вдоль ширины отрезка. С одной стороны зажимаем пальчиками и берем в руки пинцет и зажимаем один уголок, серединку вместе сгиба зажимаем пинцетом и оплавляем огнем зажигалки. Получается вот такая вот заготовочка. Дальше что мы делаем? Верхний краешек ленты, который ближе ко мне, мы его поднимаем на 5 миллиметров, где-то на 4-5 миллиметров поднимаем, чтобы горбик вот такой вот здесь образовался. И после этого складываем как есть уже с другой стороны наш отрезок вдоль ширины пополам. Равняем выступающую часть ленты до одного уровня, и все эти слои ленты мы оплавляем зажигалкой. Таким образом склеиваем все и закрепляем наш лепесточек. Такой объемный изогнутый лепесток у нас получается. Покажу еще раз. Берем отрезок 6,5 сантиметров длиной, шириной 12 миллиметров, оплавляем краешки, складываем отрезочек пополам. Теперь складываем еще раз пополам вдоль ширины ленты с одной стороны. Серединку зажимаем на уголок пинцетом и держим над огнем это место, чтобы сплавилась наша ленточка. И вот такой защип, зажим вот здесь получается. Теперь верхний слой смещаем на полсантиметра вверх, образуется горбик. И низ ленты складываем еще раз пополам. Равняем
все края ленты до одного уровня. Лепесточек можно сделать более длинный, более короткий, если вы хотите меньше цветок, чтобы получился у вас. Поэтому длину лепестка можно варьировать. Просто, если будут короче лепесточки, у вас получится более миниатюрный цветок. Такие вот лепесточки изогнутые у нас получились. И для вот такого цветка мне понадобилось 2 ряда белых лепестков, по 6 лепесточков в каждом. То есть 12 лепестков белого цвета нужно сделать. И 6 лепесточков для красного цветка в серединке. Для того, чтобы сделать более заметным этот красный цветочек внутренний, я сделала меньше лепестки, короче. Поэтому длина красных отрезков у меня 5,5 сантиметров. 1 сантиметр короче белых лепесточков. Также по технологии абсолютно так же мы поступим с отрезком красной ленты. Сложим пополам, сложим еще раз пополам. Зажмем серединку на уголок. Приплавим огнем зажигалки. Зажимаем. И смещаем на 4-5 миллиметров вверх. Дальше ровно посерединке зажимаем. Вот такой маленький малыш получается. Лишнюю ленту отрезаем и сплавляем все слои ленты при помощи огня зажигалки. Вот что у нас получилось. Теперь покажу, как сделать из фетра ровный кружочек. Для того, чтобы этот кружок получился ровный, я использую 2 монетки по 5 рублей. Зажимаем кусочек фетра между 2 монетками. Обрезаем лишнее по кругу и воспользуюсь зажигалкой, чтобы получить ровный край у нашего кружочка. Огонь зажигалки оплавит ровненько по монеткам мне кружок. Так вот идеальная почти заготовка у меня получается. Для того, чтобы сделать цветочек, мне понадобится 2 вот таких заготовочки из фетра белого цвета. Одну из них я просто пришью к резиночке при помощи иголки с ниткой. Вот так вот раскрою резинку, посерединке пришью кружочек. Буквально несколько стежков сделаю. Этого будет достаточно, чтобы цветочек наш держался и никогда он не отвалится. Закрепляю ниточку. Чтобы скрыть изнанку,
закреплю резиночку посерединке. Основание готово, и отложу пока в сторону и займемся самой ответственной частью нашей работы. Это нам нужно приклеить симметрично, красиво лепесточки. Первый ряд состоит у меня из 6 лепестков белого цвета. Клей уже у меня разогрет, и начинаем клеить. Для симметрии клею сначала верхний и нижний лепесточек. Между ними буду уже располагать все остальные. Пинцетом помогаю себе более ровно установить лепесточки. Второй слой белых лепестков буду подклеивать с изнанки снизу. Смотреть так, чтобы они располагались друг между другом ровно в шахматном порядке, чтобы цветочек был более пушистый. Вот таким вот образом. И последний лепесточек. Вот такая вот изнанка у нас получается. Это лицевая часть. И теперь осталось украсить маленьким красным цветочком серединку нашего цветка. Наносим на спинку нашего лепестка полоску клея и в шахматном порядке относительно крайнего ряда, первого ряда, подклеиваем лепесточки.
такой вот цветочек получается, и осталось лишь установить на нем серединку. Это может быть полубусина или круглая бусина, которую мы вначале залить клеем немножечко в серединку, чтобы образовалось место устойчивое для того, чтобы закрепить эту бусину, и посадить на клей. Такой вот миниатюрный цветочек совсем получается, с зубчатыми такими лепесточками. Диаметр цветочка 4,5-5 сантиметров. И осталось лишь подклеить наш цветочек к основанию резинки, что мы сейчас и сделаем. Вот такие вот маленькие, но очень нарядные цветочки могут украсить хвостики даже совсем маленьких малышек. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.